В небольшом приморском городке, где старые черепичные крыши спускались к самому морю, а узкие улочки пахли солью и сушеной рыбой, стояла маленькая мастерская по ремонту часов. Ее хозяин, пожилой мастер по имени Карл, всю свою жизнь посвятил механизмам, шестеренкам и стрелкам, которые отсчитывали время других людей. Он был из тех мастеров, кому приходили с самыми сложными заказами: старые бабушкины часы, которые не ходили десятилетиями, морские хронометры, снятые из затонувших кораблей, карманные часы с гравировкой, которую никто уже не мог прочитать. Карл жил скромно, тихо, и его мир состоял из тикания, щелчков и тонких пружин, которые он умел оживлять одним лишь прикосновением. Единственным его спутником был старый кот, которого Карл подобрал много лет назад на набережной, когда тот был еще перепуганным котенком. Кот был молчалив и серьезен, но между ним и мастером существовала особая связь. Они понимали друг друга без слов. Когда Карл работал допоздна, кот сидел на подоконнике и наблюдал за улицей. Когда Карл болел, кот не отходил от его кровати. Они были двумя одинокими существами, которые нашли друг друга. Началась эта история с того, что местные жители заметили нечто странное. Каждое утро, когда Карл открывал свою мастерскую, рядом с порогом лежал предмет. Иногда это был красивый камешек, отполированный морем до блеска, иногда веточка необычной формы, иногда блестящая монетка, потерянная кем-то на улице, иногда сухой цветок, который казался почти хрупким произведением искусства. Никто не знал, кто их оставляет. Карл сначала думал, что это шутка или случайность, но подарки появлялись с завидной регулярностью. Однажды Карл вышел раньше обычного. Ему нужно было встретить почтальона, который привозил редкие запчасти из столицы. И в этот ранний час, когда город еще только просыпался, он увидел, как к порогу подходит чужая кошка. Она была худая, с потрепанной шерстью, которая когда-то была густой и ухоженной. Ее движения были осторожными, а взгляд — внимательным, немного испуганным, но в нем чувствовалась какая-то решимость. В зубах она держала небольшой блестящий фантик от конфеты. Кошка осторожно положила его на крыльцо, посмотрела на Карла и отступила на шаг, словно предлагая обмен. Она не убегала, не пряталась, она ждала. Карл опешил. Он никогда не видел эту кошку раньше, но она явно знала его привычки. Она пришла именно к нему, именно в то время, когда он обычно открывал мастерскую. Он взял фантик, улыбнулся и принес ей немного молока и рыбы. Кошка поела, но не ушла. Она села у порога и долго смотрела на него, словно изучала, запоминала, оценивала. А на следующее утро история повторилась. Снова подарок, снова ожидание, снова угощение. Карл не мог объяснить это поведение, но вскоре заметил, что кошка приходит не просто так. Она каждый раз приносила что-то, что могло пригодиться в мастерской: старую пуговицу, потерянную серьгу, кусочек проволоки, шайбу от неизвестного механизма. Она словно знала, что Карл нуждается в таких мелочах. Это был не случайный выбор, она искала именно то, что могло быть полезным. Со временем Карл понял, что эта кошка, бездомная, скорее всего, когда-то имела хозяина, который тоже работал руками. Может быть, она жила с часовщиком или ювелиром, а может, просто научилась замечать ценные мелочи. Он стал ждать ее по утрам и даже подготовил специальную миску. Но однажды все изменилось. Кошка пришла, но не одна. За ней, чуть прихрамывая, плелся котенок. Он был совсем маленьким, напуганным и явно замерзшим. Он дрожал, прижимался к матери, но та вела его вперед, к двери Карла. Кошка привела его к Карлу, как будто говорила: «Я не могу справиться одна. Помоги. Я отдаю тебе его, потому что больше некому». Карл взял котенка на руки, отогрел своим дыханием, накормил теплым молоком. И в тот момент он понял, кошка приносила ему подарки не ради еды. Она проверяла его. Она хотела убедиться, что этот человек добр и что ему можно доверить самое ценное — ее малыша. Прошли недели.
Котенок рос, набирался сил, его шерсть стала гуще, а в глазах загорелся озорной огонек. Кошка все так же появлялась у двери, но теперь она не оставляла подарки. Она просто сидела на пороге и смотрела на Карла, будто проверяя, как он обращается с ее сыном. Карл заметил, что котенок удивительно спокойный и умный. Он быстро научился ходить по мастерской, не задевая хрупкие инструменты, и часами наблюдал, как старик работает. Он стал его тенью. Он сидел на верстаке, следил за движением рук Карла, иногда протягивал лапу к блестящей шестеренке, но никогда не ронял ее. Он словно понимал, что эти вещи важны. А кошка, словно убедившись, что ребенок в безопасности, начала появляться реже. Сначала она приходила через день, потом через 2, потом только по утрам. Однажды, в осенний вечер, когда ветер с моря принес первые капли дождя, кошка пришла в последний раз. Она села у порога, посмотрела на Карла долгим пронзительным взглядом. В нем не было боли, только спокойствие и уверенность. Она лизнула своего сына, который уже спал на старом пледе, и ушла в темноту. Карл выбежал на улицу, звал ее, но она не вернулась. Он понял, что это было прощание. Кошка оставила ему не просто котенка, она оставила ему доверие, память и напоминание о том, что даже самые молчаливые существа способны на глубокую любовь. Карл назвал котенка Фантиком в честь первого подарка, который она принесла. И с тех пор каждое утро, открывая мастерскую, он смотрел на порог, надеясь увидеть знакомый силуэт. Но кошка больше не появлялась, однако ее урок остался с ним навсегда. Карл, который всю жизнь чинил чужие механизмы, вдруг понял, иногда самая сломанная и хрупкая вещь — это доверие. И чтобы его починить, не нужны ни инструменты, ни шестеренки. Нужна лишь готовность принять подарок, даже если он выглядит как фантик от конфеты. А котенок, выросший в уютной мастерской, продолжал ее дело. Он тоже приносил Карлу мелкие предметы, словно продолжая традицию. Иногда это были перышки, иногда засушенные листья, иногда потерянные детьми игрушки. Так в доме старого часовщика появилась новая игра, где ценность определялась не деньгами, а смыслом, вложенным в каждый маленький жест. Люди в городе, узнав эту историю, стали улыбаться, проходя мимо мастерской. Они приносили Карлу разные мелочи, старые ключи, пуговицы, блестящие камешки, и говорили: «Это для вашего кота, передайте, что мы тоже умеем обмениваться». Карл смеялся и клал подарки в отдельную коробку. Со временем эта коробка стала местной достопримечательностью. В ней хранились сотни маленьких предметов, каждый со своей историей. А когда кто-то спрашивал Карла, что он делает с этими сокровищами, он отвечал: «Я храню их, потому что они напоминают мне, что даже маленький жест может изменить жизнь». Дорогие зрители, как вы думаете, что заставило ту кошку доверить Карлу самое дорогое? Напишите свое мнение в комментариях. Если вам понравилась эта история, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До новых встреч!